Первый полет «Фламинго» видео взбудоражило интернет. Техника захватчиков горит. ВСУ провели впечатляющую демилитаризацию оккупированного Крыма. Почему Путин не держит слова? В Кремле назвали причину. Разбор прилетов. Кого в Китае уважают больше, чем московского гостя? Демарш на границе. Силовики Лукашенко показали оружие европейским лидерам. Президент испугался протестов. Решением, вызвавшим возмущение, дали отбой. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Лето закончилось, началась миграция «Фламинго» и, похоже, в сторону Крыма. Речь, конечно, идет не о птице, а о новой украинской дальнобойной ракете. Ряд телеграм-каналов опубликовали видео, на котором виден пуск. Заявлено как видео с запуском ракет «Фламинго» с намеком на Крым. По совпадению, одновременно с появлением видео предполагаемого запуска нового дальнобойного оружия, Владимир Зеленский анонсировал новые удары вглубь России. Это произошло после того, как президент заслушал доклад главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского о ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что новая ракета способна преодолеть расстояние в 3000 километров. Боевая часть «Фламинго» вдвое превышает боевую часть знаменитого «Томагавка» и равна 1100 килограммам. Новые впечатляющие подробности субботней атаки ВСУ в оккупированном Крыму. Ранее аналитики из проекта «Авивектор», проанализировав спутниковые снимки аэродрома в Симферополе, сообщили об уничтожении 2 вертолетов вооруженных сил Российской Федерации Ми-8 и Ми-24. Теперь канал «Астра» с уверенностью пишет только об уничтожении одной птички, зато приводит другие ошеломляющие подробности. Оказывается, одновременно с дронами украинские ракеты «Нептун» атаковали российский пограничный пост в районе села Волошино. Итог: повреждены 6 катеров на воздушной подушке, погиб 1 российский военнослужащий. На этом украинские силы обороны не остановились. Дрон ударил по казарме, где располагаются войска оккупанта. Последствия этой атаки пока уточняются. Аналитики уже называют эту серию ударов самым заметным поражением инфраструктуры и техники РФ в Крыму за последние месяцы. Генштаб Украины пока официально комментариев не дал. Тем временем ГУР отчитался об уничтожении целого ряда радиолокационных установок также на оккупированном полуострове. Спецподразделение «Призраки» приводит список из 5 дорогостоящих комплексов, выведенных из строя. Это очередные шаги по ослеплению противовоздушной обороны захватчиков. Похоже, тут назревает что-то серьезное. Крымский фронт снова показывает: украинские силы обороны способны поразить врага даже там, где он чувствует себя в безопасности. Встреча Путина и Зеленского, анонсированная 2 недели назад, в итоге саммита в Белом доме так и не состоялась. Тогда различные источники говорили, что хозяин Кремля дал согласие на такой формат во время телефонного разговора с Трампом в присутствии Зеленского и ряда европейских лидеров. Переговоры должны были состояться до конца августа, и наконец стало известно, кто же виноват в том, что Путин не сдержал слова. Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд. Они не унимаются. По словам Пескова, это ярко контрастирует с подходом его шефа. В чем состоит этот подход, помощник Путина не уточнил, хотя можно догадаться по ежедневным отчетам о бомбежках украинских городов. Также пресс-секретарь Кремля рассыпался в комплиментах по адресу Дональда Трампа. Европейцы мешают этим усилиям. Европейцы вставляют палки в колеса. Европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим. По словам Пескова, Москва все время остается готовой к урегулированию конфликта дипломатическим путем, но пока в этом мы не видим взаимности из Киева, продолжаем специальную военную операцию.
Не только наш канал обратил внимание на то, как встречали Путина в Китае. Ресурс Будру Ньюс замечает, как разительно отличались моменты прибытия в аэропорт руководителя России и президентов Азербайджана и Турции. В первом случае небольшая группа чиновников, хоть и с наличием почетного караула, Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана встречали с помпой. Тут и святые, и танцевальный ансамбль, достаточно выразительный сигнал, кого в Пекине считают настоящими партнерами. Еще одна деталь уже от нас. Лидеры Турции и Азербайджана прибыли в КНР с супругами. Вместе с женой гостей встречал и хозяин саммита Си Цзиньпин. Деталь, которая демонстрирует верность взятому слову и способность годами работать над союзом. Официально разведенный кремлевский охранитель духовных скреп прибыл, как обычно, без спутницы. Равно как и его вассал, сторонник традиционных ценностей на словах Александр Лукашенко, который 30 лет держит свою официальную супругу подальше от себя и от журналистов. В Берлине передумали. После саммита с Трампом в Вашингтоне руководство Германии временно дало надежду на размещение своих войск в Украине. Но теперь, спустя 2 недели, правительственные круги в Берлине разочарованы. Российский диктатор Владимир Путин не собирается садиться за стол переговоров и продолжает войну. Об этом пишет немецкое издание Bild. Вместо военных контингентов Германия выбрала другой путь – финансовый. Она готова покрывать часть денежного обеспечения украинских солдат, продолжать обучение бойцов, увеличивать производство вооружений в Украине совместно с немецкими компаниями. Даже если Россия и Украина однажды подпишут мирное соглашение, Берлин сосредоточится на финансовой поддержке, показывая, что война продолжается, но западная помощь не останавливается. Стоило Александру Лукашенко улететь в Китай, как на границе с Беларусью появились европейские лидеры. Премьер-министр Польши Дональд Туск вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен провели тут пресс-конференцию. Миссия ясна – показать солидарность Брюсселя с Варшавой на фоне гибридных атак со стороны соседнего диктаторского режима. Мы утроим инвестиции в контроль над миграцией и в защиту границ. Государства-члены, имеющие непосредственную границу с Россией и Беларусью, получат дополнительное европейское финансирование, поскольку я хочу еще раз подчеркнуть, что граница Европы – это общая ответственность. Мы находимся на границе с Польшей, но мы также находимся на европейской границе. Глава Еврокомиссии также заявила о запланированном 10-кратном увеличении финансирования военной мобильности и 5-кратном увеличении инвестиций в оборону. Дорогой Дональд, я сегодня также хочу выразить полную солидарность Европы с Польшей как государством, находящимся на передовой. Годами вы и польский народ сталкиваетесь с преднамеренными и циничными гибридными атаками. Во время пресс-конференции европейских лидеров пограничники Лукашенко приблизились к ограждению, демонстрируя автоматы. Наглое поведение силовиков диктатора не испугало гостю. Туск признался, что получил информацию и рекомендации от службы безопасности отказаться от общения со СМИ или изменить локацию. Поэтому я и спросил госпожу председателя, что она думает по этому поводу. Готова ли она участвовать в этой конференции, в этом месте. Я услышал слова, которые я хотел услышать. И для нас здесь, в Польше, они были очевидны. Никаких уступок, никто нас здесь не запугает. По словам польского премьера, последние недели и дни совершенно ясно показали, что никакие уступки, никакие тонкие игры с Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху и не гарантируют безопасность. Польша, Европа, НАТО, Станы Зjednoczone. Польша, Европа, НАТО и США должны вновь, как и 45 лет назад, когда мы получили поддержку всего Запада в период формирования солидарности, проявить твердость, решительность и единство перед лицом этой новейшей версии империи зла. Хватит уступок. Цахал ликвидировал очередную шишку из проиранских террористических организаций региона. Удар, по информации израильской стороны, тщательно готовился, чтобы минимизировать риски для мирного населения. Мониторинговые каналы уже публикуют видео последствий. С заявлением по этому поводу выступил премьер-министр Израиля. В ходе очередной совместной операции Шин-Бет и армия обороны Израиля выбрали целью пресс-секретаря Хамас, представителя этой кровожадной и злодейской организации, Абу Убайду. Мы пока не знаем окончательно
окончательного результата. Надеюсь, его больше нет с нами. Но я отмечаю, что у Хамас нет никого, кто мог бы ответить на этот вопрос. Часы и дни, безусловно, покажут. Абу Убайда был голосом боевого крыла группировки с 2007 года. Он был одной из самых узнаваемых и влиятельных фигур организации. Убайда комментировал действия террористов, оставаясь в тени, его лицо никогда не видела публика. Это событие – очередной удар в череде прицельных ударов израильской армии по проиранским группировкам в регионе. Накануне Хамас наконец признал гибель от удара Цахал своего очередного главаря Мохаммеда Синвара. Он был убит еще в мае, но террористы несколько месяцев скрывали этот факт. Ранее организацией руководил его старший брат Яхья Синвар, но он был ликвидирован в октябре прошлого года. Но Израиль бьет не только по Хамасу. На днях в результате атаки по Сане было ликвидировано несколько министров правительства хуситов в Йемене во главе с премьером. Президент Индонезии Прабово Субианто внезапно отменил поездку в Китай на парад 3 сентября, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Причина – массовые протесты, которые охватили страну. Дошло до поджогов зданий региональных парламентов. Митинги начались в Джакарте из-за высоких зарплат депутатов, но разгорелись особенно ярко после того, как полицейский автомобиль насмерть сбил мотоциклиста. Похоже, президент пошел навстречу протестующим. Во всяком случае, об этом можно судить по его новым заявлениям. Лидеры Палаты представителей объявили об отмене ряда решений парламента, включая размер денежного содержания членов парламента и мораторий на зарубежные рабочие визиты. С другой стороны, президент и участникам протестов погрозил пальцем. Я приказал полиции и вооруженным силам Индонезии принять самые строгие меры против любых форм ущерба государственным объектам, разграбления частных домов, общественных мест или экономических центров в соответствии с действующим законодательством. Опыт жестких расправ с политическими оппонентами у отставного генерала Прабово Субианто есть. Долгое время он занимал высокие армейские посты, в том числе в годы диктатуры Сухарто, будучи по совместительству зятем авторитарного правителя. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.